Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео мы будем с вами разговаривать про то, как сделать гигантское, воистину просто огромное количество танка на вашем корабле. И да, корвет не обязателен, это можно даже делать и на средних кораблях, и будет вам счастье. Правда, где вы это будете использовать, я не знаю. Ибо, это слишком жирно, как по мне. Обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали. Немножечко подготовительных мероприятий. Вы знаете, как инженерить, естественно, усилители щита, щитогенераторы, призма в жир, двухпоточков термал, это все понятно, но нам нужно разобраться с щитонакопителями. Тут такой прикол. Вы можете, конечно, полететь в колонию, поставить там 4 гаечки, экспериментальный эффект, все очень прекрасно, все просто великолепно, но лететь в колонию... Там покупать корабль, на который вы там поставите эти щитонакопители. Там все это дело улучшать, потом это дело вести к себе сюда. Либо же просто закреплять чертеж в 4 гайки и вести опять-таки сюда. Это, такое, не рекомендую. Есть вариант полегче. Да, он слегка похуже, но он попроще. Решение наших проблем — это инженер по имени Лори Джеймисон. Подсказочка, как он открывается, что это он дает, что он делает. Вот сейчас будет здесь, пожалуйста. В общем... Этот инж довольно капризный. Если не ошибаюсь, чтобы он открылся, нужен боевой ранг уровня эксперт или выше. Но он может делать щитонакопители в 3 гайки и ставить экспериментальный эффект босс-ячейки. Так что рекомендую. А теперь давайте перейдем к фиту. Он довольно странный. И вот в чем прикол. Обратите внимание на силовую. 64 мегаватта и минус, довольно серьезный большой минус. Мы тут используем щитонакопители различных размеров и используем их попарно. То есть, когда ведется бой, я использую 2 седьмых щитонакопителя. Когда они заканчиваются, я включаю 2 шестых щитонакопителя. Когда они уже заканчиваются, я включаю еще 2 щитонакопителя, либо уже сразу 4. Я вот еще не знаю, как лучше это провернуть. Также можно поставить еще, но мне кажется, это уже будет прям перебор и еще раз перебор. В плане синтеза, ребята, мне кажется, придется раскошелиться на синтез, потому что теплоотводная катапульта штука полезная и позволит вам быстро охлаждаться. Нет, конечно, вы можете охлаждать свой корабль с помощью пучкового лазера с теплоотдачей, но это будет относительно долго. По мне, теплоотводом быстрее, а синтезировать его, не так, что прям дорого. И там восстанавливается весь боезапас, так что в принципе, не знаю. Вариант интересный. И да, можно еще заинженерить теплоотвод на одну дополнительную ячейку. Да, и вот в чем фокус. В данный момент у меня используется 94% моей силовой. Да, усилитель щита я там, если что, накинул, я не дособрал корабль. Что получается? У нас есть 5 банок 7 размера 2 раза. То есть 10 банок. Это много. Когда мы их израсходуем, мы включаем шестые. И таким образом пробегаемся по всему списку. Но мы можем еще и посчитать, сколько щита это даст нам. Так что мы получаем? С 7 щитонакопителей в сумме уже 7000 единиц щита, которого мы восстановим. Это дофига. К этому плюсуем еще 2 шестых, это еще 4. В сумме уже 11 тысяч. И еще 4000 сверху с 5. 15 тысяч щита вы можете восстановить. Учитывая то, что у меня на том фите примерно 5900-6000 щита в призме, почти на 3 полных восстановления хватит. Но не забывайте про волшебные прекрасные торпеды, которые могут вам прилететь, и вашего щитогенератора вообще не будет. Не забывайте про рельсу с экспериментальным эффектом, вроде он называется ответный залп, который сбивает вам банку щита. И никто не отменял последовательность фазирования, так что накиньте хоть чуть-чуть в корпус, чтобы сразу не отъехать. Давайте смотреть, что получится против меня. Корвет. У корвета довольно много многостволок, пульсирующие лазеры. Как я понял, ПВП какой-то фиг. Скорее всего, зажигалки. Давайте смотреть. Меня начинают стрелять, меня начинают бить. И следим за щитами. Естественно, все будет ускорено, потому что иначе просто это будет очень и очень долго.
общем, прошло примерно 5 минут 20 секунд, я стою на месте, впитываю просто-напросто урон, и только сейчас лишь 7-е банки закончились. Время 6-х, друзья. Да, это реально надолго. Вы сможете так танковать очень долго. Но повторюсь, вам ваш танк могут снять. Теперь давайте вот что смотреть. У меня кончились теплоотводы. Естественно, я могу их синтезировать и спокойно охлаждаться. Но что будет, если я буду использовать пучковые лазеры? Здесь сейчас 2 первых пучковых лазера и 3 вторых. Все с дальним боем на теплоотдачу. Давайте смотреть. Охлаждаем свой корабль. Прожимаем банки 2 штуки сразу. Не хватает распределителя, конечно. Но мы можем сделать так. И в принципе, будем охлаждаться. Нормально. Нормально. Что у нас там? Угу. Еще 3 шестых. Окей. Шестые банки кончились. Остались лишь, получается, у нас 5-е. Можно прожимать, конечно, по 4, но не хватает немножечко силовой. Поэтому буду по 2 одновременно. И да, что удивительно, хватает охлада с пучковых лазеров. Еще одни 5-е отработали. Включаем следующие. Да. Уже, кстати, 9 минут 50 секунд. Я тупо стою на месте и впитываю урон. Скоро, кажется, у него кончится боезапас, и ему придется синтезировать. А если бы был бой, и я бы в это время наносил бы урон, скажем, с 2/4 плазмы, которые у меня стоят здесь. Неплохо. Итого, все щиты-накопители отработали. У меня 74% щита. Прошло примерно 12 минут. Ну, 11 минут 54 секунды. Стоя на месте, впитывая без остановки урон. По-моему, это неплохо, друзья. Использование в ПВП, в ПВЕ, пожалуйста. Но по мне это скучно. Я больше ловлю кайфа от полета на средних кораблях, нежели на таких огроменных дурах. Но, естественно, не только корвет можно использовать под такое дело, но об этом далее. Не забывайте про такую вещь, что чем у нас меньше щитонакопитель, тем меньше, еще раз меньше тепла он у нас будет вырабатывать при использовании. То есть шестерки я чуть-чуть прогревался, прям капельку, используя лазеры на теплоотдачу. 5-очка вообще просто легонечко. Как видите, целостность модулей 97, 96, 95, 91 вот здесь вот у пучкового лазера. Так что, как по мне, довольно неплохо. Но повторюсь, это скучно. Тем временем уже больше 13 минут с начала стрельбы по мне. А у меня там еще и корпус ведь находится. Мало, конечно, но все равно он есть. А теперь по поводу кораблей средних размеров, с которыми можно также поразвлекаться. Те же самые крайты, питоны, вот эти вот всякие ребята. У питона не забывайте что? 3 шестых модуля. Это 6-я призма и 2 шестые банки, либо, я не знаю, 5-я призма и 3 шестые банки. На секундочку, это дохрена. На моем крайте МК-2 стоит просто 5-й призматический щит, 2 шестые банки, а остальное просто усилки корпуса. И это, ребята, дофига. Это реально дофига, это много.
Использовать такое на постоянке, ну, не знаю, вы, конечно, будете очень живучие, но это не мое. Ну да, танк тут просто великолепный. Повторюсь, если, конечно, у противника непоследовательность фазирования стоит на плазме или лазерной пушке, или же нету с собой торпед. Не, ну торпедом можно уйти, конечно, но опытный игрок может кинуть ее прямо чуть ли не в лицо. В плане неписи это слишком избыточно, как по мне. В PvE-контенте такое использовать, ну я не знаю, для чего нужно. Это какие цели нужно ставить перед собой? Топливные плазмы, топливные рельсы и типа дофигища банок, да проще, как по мне, на двухпоточке. Так что, друзья мои, удачи вам в ваших начинаниях и постройке гигантского танка. С вами был Кисель, дорогие друзья, всем до встречи и пока-пока, все полезные ссылочки в описании под видео.